Ну что, подадим жарку нашему китайскому другу. Так, 1200-1300 градусов. Поехали. Ну и что мы видим? Мы видим, что наш первый претендент, которого кто-то обозвал термолентой, ну, собственно, начинает сразу сдаваться. Начинает вонять, и вот сейчас, вот, скорее всего, появится дырочка. А, вот она. 1250 градусов. Все. Наш второй претендент — копия Термотек. Сейчас мы дадим ему тоже жорево. Поехали. Да, вот как мы видим, он не сдается пока что. Сопротивляется. Подведем его поближе. Вот мы видим накал определенный, но вони никакой не ощущается. Но все равно он начинает сдаваться. Да, и что мы видим, он начинает плавиться. Как оказалось, наш аналог оказался не совсем хорошим аналогом. Если без приколов и быть более лояльнее в нашем тесте, то стоит отметить, что сейчас нашим китайским друзьям мы давали максимальную тепловую нагрузку. Ибо мы нагреваем термоволокно кончиком пламени, где температура составляет у нас примерно 1400-1500 градусов. Горелка вот с пропан-бутаном. То есть по своей сути мы сейчас давали практически максимально возможную температуру турбированного выпускного коллектора. Вот, и которые достигаются, наверное, я не знаю, в формуле 1 если только. Ну, плюс к этому нужно учесть, что это было, скажем так, прямое поражение огнем, да, не косвенное поражение, как в случае, когда термолента намотана на коллектор. И в принципе при таких достаточно критических условиях, скорее всего, будет прогорать даже технологически корректно изготовленная термолента, вот та же вот Термотек. Оговорюсь, есть, конечно же, термоленты еще более жаростойкие, из абсолютно негорючего, там, как оксида кремниевого материала. К примеру, очень достойный и, между прочим, российский экземпляр, достаточно известный в автоспорте, он называется 3 градуса, да, 3 градуса. И там сколько-то ему градусов не давай, 1000, 1500, ему вообще до ядрени фени. Вот. И стоит он, кстати, чуть дороже, чем американский Термотек оригинальный. Вот. Но, к сожалению, я не успел его сегодня купить к нашему тесту, так что извиняйте. Так, вот мы видим, как раскаляется при максимальной температуре. Сейчас температура у нас примерно на точке соприкосновения, ну, где-то, наверное, 1800 градусов. Я думаю, примерно так, оно где-то и есть. Вот, посмотрим, что наш лидер держится очень достойно и не собирается сдаваться. Дырок и каких-то других следов повреждений мы не видим. Вот, у нас даже стол начал сдуваться. Термолента пока что не поддается. Блин, ну круто. Так, ладно, заканчиваем. Расплавить оригинал у нас, конечно же, не получилось. Вот, но, тем не менее, если приглядеться, все-таки мы видим, что она чуть-чуть... Видите, все, она все-таки начинает тоже осыпаться. Все-таки, то и бишь, огонь, страшная сила, прямой огонь. Он убивает все возможное практически. Тест номер 2. Теперь попробуем сымитировать тепловую нагрузку атмосферного выпускного коллектора, в среднем температура которого 500-600 градусов. И будем нагревать не языком пламени, да, где-то вот здесь, вот, на таком расстоянии, а где-то примерно середины очага пламени. Вот, где, если я не ошибаюсь, такая температура от 4 до 600 градусов. И не будем, так сказать, делать сквозное проникновение, как мы это делали в первом опыте, а прижмем наши термоленты к плоскости коллектора, дабы сымитировать максимальную рабочую атмосферу термолент. Так, начинаем с нашего, скажем так, самого слабенького подопытного китаёза. Подносим на половину пламени. Начинаем разогревать. Вот как раз на вот сейчас, видите, разогревается у нас коллектор. Красненькая температурочка.
Сейчас примерно температура у нас здесь где-то, наверное, 500, такие 500-600 градусов. Ну, смотрите, в принципе, вот мои предположения, наверное, оправдались. Потому что как бы термолента не поддается. Как в первом опыте, да? Так, что мы видим? Что термолента пальцем трогать не буду. Но так визуально термолента осталась жива. Дальше. Следующий претендент — реплика Thermotec. Ну, как я уже говорил, в принципе, показал, что они ходят. Вот эти вот термоленты ходят. Достаточно долго. Порядка, так, я не знаю, годика 4. Ну, итак, как вы видите, мы сымитировали максимально похожие условия рабочей атмосферы термоленты. И вот что мы видим, что в принципе термолента не умирает. Вот, а как бы продолжает жить. Ну, в принципе, тут понятно уже, что в нашем случае дорогой термолента, то есть ситуация будет максимально положительная, и ничего термоленте не будет очень долгое и долгое время. Теперь давайте попробуем дать чуть-чуть побольше газу. Так, вот мы раскаляем ее прям еще сильней. Сейчас мы подняли, наверное, температуру где-нибудь до 1000 с чем-то градусов. Ну, я думаю, 1200 сейчас здесь где-нибудь. Но она все равно еще, в принципе, живет, да? То есть, ну, я думаю, она и не умрет. Давайте сюда перейдем. Так, вот тут лента начинает немножко скукоживаться, что-то ей уже не нравится. Но, тем не менее, пока что она как бы... Вот, смотрите, все, начинается плавиться. Потихонечку начинает плавиться все-таки. То бишь, если поставить эту ленту на турбовый движок, она потихонечку начнет умирать. Да, это факт. И наш китайский китаец. Что сейчас будет происходить с ним? Так. Ну, тоже живет, но нет, все, он быстрее сдался. Быстрее, чем аналог Thermotec. И все, начинает потихонечку умирать. Все, ну, жопа. Он даже атмосферный, на атмосферном коллекторе он, наверное, не выдержит. В принципе, и прогорит где-нибудь через месяцок, он начнет осыпаться, мне так кажется. Ну, в принципе, так и есть. Все, если дальше жарить их нет смысла, все понятно. Для сегодняшней обмотки коллектора я по критерию цена-качество свой выбор я оставляю на реплике Thermotec. Вот, ибо мы наматывать будем его на атмосферный двигатель, не на турбовый. Да, тут он не будет получать теплового максимума, назовем это так. Вот, и в принципе свой срок он откатает. Естественно, если бы разговор сейчас шел о обмотке термоленты на турбированный двигатель, скорее всего мы не рассматривали этот вариант как таковой. Свой выбор бы остановили все-таки, наверное, на оригинальном Thermotec, вот, который, единственный из которых подъездит свой срок при определенных тепловых нагрузках. Вот, так что как бы так. Ну все, приступим к обмотке. Так, для обмотки нам понадобится емкость с водой, самой обычной водой, термолента, ножнички, какое-то количество стяжек, ну и, собственно, коллектора. В среднем на обмотку составного коллектора 6-цилиндрового мотора уходит где-то порядка 12 метров. У нас вот рулон тут 15 метров, то бишь нам вообще за глаза. То есть это с учетом того, что мы будем мотать где-то в один слой с небольшим нахлестом. Вот, так что мы порежем ее на две части, ну, заставим запасом, сюда отрежем 8, сюда отрежем 7 на более короткий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у нас получилось два таких рулончика, 8,7 метров. Теперь мы их погрузим в воду, ну вот, и приступим непосредственно к самой обмотке труб.
Для чего необходимо мочить термоленту? Для того, чтобы мокрая лента смогла более плотно прилегать. Ее можно более качественно обволакивать вокруг труб. Все, вот кладем. О, зашипело аж как. Все. Теперь пускай обмокнет и будем обматывать. Так, пока лента намокает, расскажу основные принципы или правила, которые необходимо придерживаться при обмотке. Они, в принципе, достаточно просты. Первое, нужно обматывать трубы термолентой внахлёст, да, если там где-нибудь с расстоянием где-то, не знаю, там сантиметр, да, нахлёст, сантиметр нахлёста делать. Вот, и второе, это обматывать в натяг, придавая тем самым монолитность и надежность конструкции. Так, обматывать я, наверное, начну с конца, вот, с нахлёстом сантиметр, пошел, где у нас трубы разъединяются. Так, соответственно, обмотаю отдельно эту трубу, вернусь обратно. Пойду к этой трубе, вернусь обратно, пойду к третьей трубе, вернусь обратно. И, наверное, стяжечкой мы как раз финишируем его где-то в центральной части. Так, давай выползай, змеюка. Кстати же я не сказал, они нам тоже пригодятся, чтобы хорошо стянуть. Так, вот на самом деле, вот я сейчас мотал, только что сейчас заметил, что вот эти две трубы нам придется вот до этого места крутить вместе, потому что тут зазор прям минимальный, и у нас туда термолента просто не пролезет. Так, лента у нас прям получилась притык на самом деле. Мы вот только-только добирались до последней трубы. И вот у нас уже, видите, термолента заканчивается. Ничего страшного, мы все обволокли. Получилось уже два слоя, основные трубы, отдельные трубы идущие. Вот, так что свое дело мы сделали. Так, здесь мы, наверное, тогда финишируем. Так, для верности, думаю, еще сделаем по одной стяжке в начале и в конце. Так, ну вроде бы первый штук готов. Первый штука. Вот так здесь отогнем. Чтобы крутить сюда лямбда-зонд. Вот, и возьмем другой. Если по какой-то причине у вас не получилось приобрести стяжки, вот, либо вы их запороли по какой-то причине, как, к примеру, я, так вот, я думаю, одной стяжечки мне уже, наверное, не хватит, то на помощь вам придет самая обычная медная проволока, которую вы можете купить на любом строительном рынке, собственно. Вот, обусловились то, что хомутами не рекомендуется стягивать, потому что они достаточно из мягкого металла, из оцинковки, и они не очень любят температуры, и они в один прекрасный день просто пунч раскроются. Так что следующий коллектор мы обмотаем термолентой и сделаем накруточки из медной проволоки. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, ждет сына мать из сыновей земля. Тирич, тирич, и снится нам не рокот космодрома, и это ледяная синева. Коллектор первого, второго, третьего цилиндров с более длинной приемной трубой. Я думаю, мотаем следующим образом. Также начнем с конца.
приемной трубы. Вот, пойдем. Перейдем на трубу первого цилиндра, дойдем до сюда, до конца, здесь захомутаемся. И после чего мы отдельно обмотаем трубы второго и третьего цилиндра. Крутим. Итак, мы подошли к концу, к началу, точнее, трубы. Вот теперь мы знаем, видим, скажем так, финиш и можем отрезать ленту. Так, наверное, вот так. Да. Так, делаем скруточку. Стягиваем как следует. Так, подходим к концу практически. На самом деле руки уже охреневают от количества впитанной стекловаты. Это вот, наверное, одна из издержек бюджетных термолент. Еще один стежок и все. Так, я смотрю, у нас еще вот остался большой запас ленты. Так что мы, в принципе, наверное, вернемся вот сюда вот. И вот здесь уже закрепимся. Так. Так, сделаем красиво. Еще пару стяжечек для верности и закругляемся. На все про все у нас примерно ушло где-то около, наверное, часа с чем-то на обмотку коллекторов. Последние штрихи. Все. Наши коллектора готовы к установке. В течение нескольких часов наш мастер Сергей произведет демонтаж штатных коллекторов, ну и поставит наших новобранцев. О, видишь? Да, порвано. Рваная порва. Так, не могу оставить без внимания следующую ситуацию. У нас клиент жаловался на какие-то посторонние звуки и достаточно шумный выхлоп. Сейчас вот мы сняли глушитель, и что мы вот тут, собственно, увидели? Увидели мы следующее. Да, подушка вот у нас тут порвана, правая. Это тоже печалит, но сейчас не об этом. Так вот, обратите внимание, у этой машины, точнее в этой комплектации, должны стоять дополнительные катализаторы. Вот тут, здесь и здесь еще один. Их просто вырезали не очень аккуратно, варив трубы, но это еще полбеды. Пойдем наверх. Помимо того, ребята, которые до нас сюда лазили, ладно, просто вырезали катализаторы и также варили тупо трубы, нагрузив выпускную систему, между прочим, дополнительно звуковой отдачей. Но так они еще вдобавок особо-то и трубы не проварили. Вот смотрите. Видите как? Видно, что вроде бы как старались, ибо швы более-менее аккуратные, но на самом деле они были просто наложены поверх металла. Как сами понимаете, что. И, соответственно, вся работа, ребят, в итоге разошлась по швам. Вот так.
Что там? А, вижу. Зажатые прокладки. Такой вот, собственно, колхозик. Смотри, вот мы что делаем. Нам тут вверх-вниз надо будет его. Нам столько когда обойти стол не сделать. Давай попробуй, знаешь. Ничего, все ништяк. Там, да, закреплять надо. Особо ничего не делать, там висит. Дальше. Вот, собственно, и все на сегодня, дорогие друзья. Сегодня мы с вами стали чуть образованнее в области тюнинга двигателя. Ну и просто неплохо провели время. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто хочет остаться с нами, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока.